Биткоин – валюта криминального мира. Биткоин ничем не обеспечен. Биткоин – это пирамида. Биткоин – это спекулятивный пузырь. Вы на канале Crypto Insight. Сегодня мы рассмотрим предрассудки о биткоине и подробно разберем каждый из выше приведенных тезисов. Рассказывают, что когда запускали первый паровоз в Америке, многие люди были уверены в том, что паровоз не сможет сдвинуться с места. Когда же локомотив двинулся и начал набирать ход, люди начали сомневаться в том, что паровоз сможет остановиться на такой большой скорости. Эта история вкратце описывает, как человечество принимает инновации. Через незнание и непонимание, недоверие, страх, возражение, борьбу и даже запрет к тотальному распространению новых и вытеснению старых технологий. Впервые массово заговорили о биткоине почти через 5 лет после его появления, в конце 2013 года. Тогда курс первой криптовалюты внезапно взлетел и преодолел отметку в $1000. Это было невероятно. О биткоине писали и говорили практически все СМИ в мире. Это было первое массовое признание биткоина, но одновременно с ним пришло непонимание, недоверие и скепсис. Люди не могли понять, как нечто, появившееся ниоткуда, может иметь такую высокую стоимость и даже выполнять функции денег. Давайте подробно рассмотрим самые популярные возражения и высказывания о биткоине. Начнем с высказывания «биткоин – валюта криминального мира». За этим утверждением стоит тот факт, что транзакции в биткоине анонимны. На самом деле они псевдоанонимны, но это не имеет особого значения. В массовое сознание продвигается тезис, что если человек скрывает источник своих доходов и свои финансовые операции, то он преступник. Биткоин плохо кончит. Это мошенничество. Хуже, чем луковица тюльпанов. Но если бы вы были торговцем наркотиками, убийцей, подобные вещи вам лучше делать в биткоинах, чем в долларах США. Эти слова принадлежат Джейми Даймону, американскому миллионеру, председателю совета директоров и генеральному директору крупнейшего финансового холдинга JP Morgan Chase. Впоследствии Джейми Даймон в ходе интервью телеканала Fox Business признался, что сожалеет о том, что назвал биткоин мошенничеством похуже тюльпаномании. Разумеется, криминальный мир использует биткоин для проведения своих финансовых операций, но криминалитет также пользуется долларами США, евро, японскими иенами и многими другими валютами мира. Мы считаем, что тезис о криминальном происхождении биткоина базируется на том, что люди не понимают, кто стоит за биткоином. Это непонимание, в свою очередь, исходит из исторической практики человечества. Все финансовые институты государства кем-то управляются – центральными банками, резервными фондами и тому подобное. Эти структуры производят выпуск, эмиссию денег и контролируют их обращение. И если за биткоином не стоит государство в лице его институтов, то, наверное, им управляет криминальный мир. Такая логика. В основе такого понимания лежит невежество и инертность мышления. Людям трудно осознать и тем более принять, что финансовая структура может не иметь одного центра управления, а основываться на распределенной одноранговой сети, в которой все узлы равны, и управляться сетевым протоколом, то есть компьютерной программой, в которой заложены все правила. Биткоин – это пирамида. Очень распространенное утверждение скептиков криптовалют. Давайте разберемся для начала в самом определении пирамида или же схемы Понци. Пирамида – это финансовая афера, в которой доходы первых участников обеспечиваются притоком денег последующих вкладчиков. Разумеется, при этом должна быть постоянная растущая в геометрической прогрессии эмиссия активов пирамиды, акций, облигаций, купонов и тому подобное, которые бы покупали новые участники в обмен на обещание получения дохода, дивидендов. Эти деньги как раз и идут на выплату дивидендов тем, кто стал вкладчиком ранее. Пирамида существует до тех пор, пока есть приток новых вкладчиков, которые обеспечивают доход предыдущим. Как правило, деньги, привлеченные финансовыми пирамидами, не направляются в качестве инвестиций в бизнес-проекты, а только распределяются между участниками. При этом львиную долю получают организаторы пирамид. Классическая пирамида не создает полезного продукта или услуги. У биткоина вообще нет такого понятия, как вкладчики и дивиденды, а есть пользователи, которые совершают транзакции, денежные переводы между адресами друг друга и майнеры, которые обеспечивают работоспособность системы и получают за это вознаграждение от той же системы, программно без участия третьих лиц. Рост или падение стоимости биткоина зависит исключительно от рыночного механизма, спроса и предложения на криптовалютных биржах. Поскольку эмиссия биткоина ограничена, а спрос постоянно растет, то это и обеспечивает рост рыночной стоимости биткоина. Это подобно росту стоимости акций успешных компаний, а биткоин – своего рода цифровой актив, растущий в цене. Так что назвать биткоин пирамидой абсолютно неграмотно и глупо. Биткоин – это спекулятивный пузырь. Одним из наиболее популярных аналогов для растущей цены биткоина является тюльпаномания – спекулятивный финансовый пузырь, который произошел в Голландии в 1630-х годах. Биткоин очень часто сравнивают с тюльпаноманией, но насколько справедливо это сравнение? Спрос на красивые тюльпаны в 1630-х годах в Голландии породил рост цен на луковицы, из которых их выращивали. В свою очередь, рост цен на луковицы привел к тому, что очень много людей ринулись на этот рынок, стремясь их купить, чтобы вырастив тюльпаны, затем продать еще дороже их луковицы.
Тем самым сначала на рынке росло количество покупателей луковиц, мечтавших быстро разбогатеть, и спрос превышал предложение. В результате цены быстро росли, пузырь раздувался. Но затем наступило насыщение, число продавцов выросло и предложение начало превышать спрос, рынок рухнул, а пузырь схлопнулся. С биткоином первичная ситуация похожа. Рост цен на биткоины привлекает к нему новых пользователей, которые должны купить их у более ранних пользователей. А для этого они должны подключиться к сети биткоина. Размер сети растет, и согласно закону Меткалфа растет ее полезность, что еще больше толкает цену биткоина вверх. В то же время эмиссия новых монет биткоина не просто ограничена, она сокращается со временем. Насыщение рынка не происходит, спрос на биткоина не удовлетворяется, а еще больше нарастает. Это также толкает цену вверх. Создается парадоксальная ситуация. Пузырь раздувается, но он не может лопнуть, поскольку спрос не падает ввиду отсутствия насыщения рынка. В результате краткосрочные периоды падения цены на биткоин ввиду негативных новостей и похожих вторичных факторов сменяются еще большим его ростом. Если биткоин, как резервный актив, займет место золота, то совокупная стоимость сети биткоина, капитализация, может достигнуть размеров в несколько триллионов долларов США. Это означает, что текущая цена биткоина может вырасти еще на порядок и даже больше. Биткоин ничем не обеспечен. Это один из главных тезисов противников криптовалют. Они считают, что деньги, которыми они пользуются в повседневности, чем-то обеспечены. Какой-то мифической товарной массой или золотом. Об этом мы уже выпускали ролик, и вы можете посмотреть его, кликнув на подсказку в правом верхнем углу экрана. Правда состоит в том, что выпускаемые государством фиатные, фидуциарные деньги, такие как американский доллар, евро, китайский юань, японская иена, рубль и другие, также ничем не обеспечены. Они используются как средство расчетов и платежей исключительно потому, что государство так установило своими законами, обязывающими все организации и учреждения принимать в качестве законного платежного средства национальную валюту. Попробуйте пойти в супермаркет и расплатиться на кассе иностранной валютой. У вас ее не примут. Даже ту, которая явно сильнее и стабильнее, чем национальная, например, доллар США или евро. Да и сам американский доллар лишился своего золотого обеспечения еще в 1971 году и держится исключительно на силе экономики США. Но любой экономический кризис толкает людей вложить свои фиатные деньги в что-то более значимое и стабильное. Золото, землю, предметы искусства и антиквариат. Фиатные деньги не имеют никакой внутренней стоимости, ценности, кроме насильного принуждения государства их использовать. По сути, это цветные листки бумаги, и они практически ничем не отличаются по своему функционалу от ракушек и наконечников стрел, использовавшихся в древними людьми для взаимного обмена товарами. Эмиссия в биткоине, в отличие от государственных фиатных фидуциарных денег, ограничена, а доверие к криптовалюте основывается на сетевом контроле и криптографическом протоколе. Биткоин обладает не внутренней стоимостью, а очень высокой полезностью, способностью достаточно быстро, надежно и дешево передавать эквивалент стоимости на большие расстояния. Поскольку, согласно закону Меткалфа, полезность сети растет пропорционально квадрату численности ее пользователей, то в такой же пропорции растет и полезность, а значит и ценность биткоина. Чем больше будет узлов и пользователей в сети биткоина, тем сильнее и дороже будет ее расчетная единица биткоин. Биткоин, как система, сеть – это даже не деньги, а метод, средство, протокол, используемый для надежной передачи стоимости. Его можно использовать для покупок, платежей и других финансовых операций. Это новое средство обмена стоимостью в наступающей цифровой эре. Мы разобрали основные возражения противников и скептиков биткоина. Все эти возражения основываются на незнании или непонимании того, как работает биткоин. Люди причисляют биткоин к пирамиде, даже не зная самого определения пирамиды. Люди считают, что биткоин используется на черном рынке больше, чем используются государственные валюты. Считают, что биткоин ничем не обеспечен, но сами пользуются бумажками, подкрепленными обещаниями государства. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики.